сердечник инвалид. У него на фоне приема лекарства обострился гастрит. Так, посмотрим. Следи за пальцем. Угу. Теперь покажи язык. Угу. Вот выписка из НЦЗД, он сердечник-инвалид. Прежде чем назначить лечение, нужно срочно сделать УЗИ сердца, ЭКГ и УЗИ брюшной полости. И все эти результаты нужно отправить в электронном виде в Институт педиатрии и согласовать лечение моего сына. Посмотрим. У нас кардиопатия. Я знаю, что такое кардиопатия сейчас. Вы видите, что вам нужно созвониться с нашим лечащим врачом Бахтеревой? Да, я знаю, кто такая Бахтерева. Я вижу и читаю ваши бумажки, но не учите меня. Мы назначим глюкозу 10% 200 мл и солевой раствор Рингера 260 мл. У нас ограничения по приему жидкостей, нам нельзя соль. Позвоните и проконсультируйтесь. Я боюсь капельницы. В прошлом году ребенку так закапали, что сделали инвалидом. Он еле выжил. Я знаю, что я делаю, и несу ответственность за вашего ребенка. А УЗИ сердца, ЭКГ, УЗИ брюшной полости? Нужно записываться, на днях сделают. Вы что делаете? Надо прокапать, назначено. Вы видите, что ребенку плохо? Я боюсь, что вы навредите ребенку этими капельницами. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, я не лечу наложением рук и прекрасно знаю, что делаю. Ну, тогда давайте отправим его анализы и терапию в Москву, Бахтеревой, чтобы там просто знали о лечении моего ребенка и подсказали правильность лечения, чтобы не навредить Димочке. Считаю это лишним. Нельзя. Вы сколько собираетесь капать? Хватит, наверное, уже ставить соль. Это опасно. Я знаю, что я делаю, и вреда от этого не будет. Алло. Наталья Петровна, мы с понедельника лежим в педотделении Дмитрова. У ребенка началась рвота. Обострился гастрит, капают глюкозу, соль. Соль срочно отменить. Я ее просила с вами созвониться, но она не посчитала нужным. Капают глюкозу. Глюкоза скольки процентов? 5? Нет, 10. Объем. 200. Пусть срочно колят кубик инсулина. Глюкоза должна быть 5% и сократить объем до 100. Все остальное убрать. Звоните мне обязательно. И проверить ребенка на отеки, чтобы выделял мочу по норме. Я дозвонилась. Срочно убирайте соль. Пойдемте. И вы должны капать не 10, а 5% глюкозу и срочно кубик инсулина. Мы, конечно же, прислушаемся. Но успокойтесь, тут я несу ответственность за вашего ребенка. Для меня главное, чтобы вы не навредили моему дитю. Сынок, попить не хочешь? Сделайте что-нибудь, потому что нельзя, чтобы ребенок не писал. Ничего страшного, клеткам нужна жидкость. Какая фракция у ребенка? Мы выписались в апреле из НЦЗД с хорошими результатами. Фракция 43% была. Сейчас 20. Срочно звоните в НЦЗД и спросите, что делать, чтобы спасти моего ребенка. Я не могу дозвониться. Где Агеева? Рабочий день закончен. Кто дежурный врач? Тушина. Где Тушина? Сейчас придет, посидите. Вызовите ее, это срочно. Я же вам сказала, посидите, она сейчас придет.
Вы дежурный врач? Я. Сделайте что-нибудь, чтобы ребенок пописал. И вызывайте МЧС, чтобы нас отвезли в Спиранского 9, Морозовскую, Филатовскую, хоть куда. Только спасите моего ребенка. Сейчас. Реаниматолог нужен. Сейчас. Ребенок выглядит нормально, не надо поднимать панику. Ребенок с 12 часов дня не писит, это опасно. Сделайте что-нибудь, чтобы ребенок пописал, и все. Дождитесь утра, а потом звоните в Москву. Измерьте хотя бы давление или пульс. Ему же все хуже и хуже. Дождитесь утра. Сделайте что-нибудь. Ну, клеткам нужна жидкость. Это опасно. И фракция упала. Это тоже опасно. Ждите утра. Утра ждите. Алло. Алло, это Гандаева. Алло, это Гандаева. Да-да, я знаю, кто вы, я вас слушаю. Не хотелось бы нарушать юрисдикцию, но у вас находится мой пациент, мальчик Дима. Мне его мама написала СМС, что ребенок уже в критическом состоянии. Вы... Стоп. Давайте я вас сразу остановлю. У вас своя зона ответственности. У меня своя. Если я буду лечить по вашим рекомендациям, и ребенок не выживет, кто будет виноват? Вы? Я? Мама? Но... И тогда под статью попаду я. Послушайте, если вы хотите, чтобы лечение проходило под вашим наблюдением, ну, пусть мама пишет отказную и везет ребенка к вам. Но если что-то случится в дороге, мать сойдет с ума. А виноваты в этом будете вы. Так что прошу вас, не мешайте мне делать свою работу. А вам я советую обратить внимание на свою. Да, и я хочу закончить наш разговор, потому что я очень сильно устала после суток. Дитё, спасите, ему хуже на глазах. Подождите. Он теряет взгляд. Вызовите хотя бы реаниматолога. Хотите? Поставим. Потерпи, сынок, потерпи чуть-чуть. Ну, держите его! Мамочка, не надо, пожалуйста, не надо, не надо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Помогите. Спасите дитё. Видите, я поставил катетер. Где моча? Жидкость нужна клеткам. А если вся жидкость пошла в сердечко? Не надо умничать. Сидите и ждите. Сейчас моча начнет выходить. Идемте. Ребенку плохо. Спасайте моего ребенка. Залили капельницы, ничего не сделал. Дима! Дима!
Живи. Только живи. Зайчик мой. Сынок, Борис, сынок, живи. Все в порядке, не переживайте. Пойдемте, там можно присесть. Все в порядке. Ребенок под аппаратом лежит. Посидите здесь немного, мы придем за вами. Спасибо большое. Спасибо. К сожалению, случилось непоправимое. Мы все, что могли, сделали, но не спасли. Как? Вы же убили дитё. Вы понимаете, что вы убили? Она залила, а вы ничего не сделали, когда я вас просила, чтобы ребенок пописал. Все, что нужно было сделать, это чтобы ребенок пописал. Я же вам говорила. Вдруг жидкость пошла в сердце. Вы мне что сказали? Не умничай. Вы же убийцы. Вы убили моего ребенка. Мне очень жаль. Алло. Димочка умер. Почему? От чего? После солевых растворов перестал писать, и они ничего не делали, сколько бы я их ни просила. Нужно было просто срочно сделать внутривенный диуретик. И все. Всего лишь дать мочегонное. И больше ничего. Красный сок перед глазами, что же будет дальше с нами? Хочется, чтоб это был сон, просто сон. Я тебя не узнаю, я тебя не понимаю. Видишь, друг, это глубоко, это там внутри. Знаешь ли, мы с тобой не нашли общего мнения. Знаешь ли, это кровь, а не сок. Видишь ли, в небе затмение. Белый флаг над облаками, как кристалл, слепит лучами. Знак переговоров, признай, не уйти. Медленно плавлю боль, медленно забываю. Видишь, друг, чувство любви, не сбежать, не уйти. Знаешь ли, мы с тобой не нашли общего
больницы, за исключением, наверное, стоматологических поликлиник, ну, там и тоже иногда умирают пациенты. Недавний случай говорит о том, что, наверное, медицины не существовало, если бы пациенты не болели и не умирали, как это не печально. И в котором